Привет всем! Хочу сделать обзор на наш двухместный велосипед. Расскажу, почему мы решили его приобрести и какие сделали мы модернизации. Решили приобрести для езды вместе с супругой. Сначала мы попробовали взять его в прокат в парке, прокатались точно такой модели, и нам понравилось. Нашли в нашем городе. В процессе я, конечно, начал его модернизировать, улучшать. Сейчас более подробно покажу, что я заменил, что я улучшил. Он и до этого был хороший, но мы сделали для себя еще лучше. Поменяли мы колеса полностью, передние и задние. Здесь мы установили планетарную втулку Shimano 7-скоростную с роллерными тормозами. Тут пришлось мне чуть-чуть доделывать. Удлинил крепеж, ну и здесь поставил хомут через резинку. Потом здесь специальные шайбы. Вот этот тросик, он не мешал цепку. Пришлось вот эти шайбочки проставки чуть-чуть доделать. Там вырезал и наварил, потому что у них градус установки совсем другой, либо прямой, либо под 45. Но тут то ли не 45, но ничего, мы это решили вопрос. Установили шины полуслик, новые обода, ну то есть полностью все новое. И здесь раньше были V-Brake тормоза, но они очень плохо тормозили из-за того, что трос пришел вот так вот, и здесь под низом, ну, очень длинный. Теперь тормоза очень хорошо работают. На переднем установлена динамо втулка, и к ней же установлена фара. При езде светит, то есть, и так же само здесь роллерные тормоза. Здесь были V-Brake, они хорошо тормозили. Дальше поменяли мы руль, ручки здесь остались родные. Но изначально справа задний тормоз, воздушный сигнал такой, собачек распухивать. Багажника здесь не было, сумочка, сиденья поменяли, здесь были широкие, да, они хорошие на пружинах, но нам они были неудобные. Это родной руль, такой вот широкий. Ножка, здесь была ножка своя родная, откидалась. Поставил вот такую двойную складную, то есть она вот так вот, оп, и она уходит в бок. Надо, и он стоит. Но если хороший ветер, то понятно, может и сдуть его. Ну, на той ножке он чаще всего норовился упасть, потому что она здесь откидывалась, а дальше был упор, но он слабенький. И когда вот эту сумку мы нагружали здесь, когда мы нагружали эту сумочку, а здесь есть вот такие вот, ну, дополнительные, и он норовился упасть. Расскажу про планетарку. Планетарка, на ней очень удобно, никакого скрежета, никакого сложности переключений. Если вы на светофоре, у меня бывали случаи, остановились и забыли переключиться на первую скорость, здесь это не проблема. И у меня и перекидка была хорошая, и вроде пружина была новая, все. Иногда цепок спадал, и это было проблематично. Он иногда между этими звездами попадал. Сейчас я его натянул, и оттуда его, ну, не очень легко было достать. Один раз даже пришлось раскручивать. Я здесь чуть-чуть тоже модернизировал, чтобы звездочки между собой чуть шире стояли, чтобы цепок, вот этот цепок и этот цепок об себя, ну, они цеплялись иногда. Так как тут стало
расстояние между звездочками чуть больше, как раз цепок туда и попадает. Сейчас такой проблемы нет. Что здесь? Шатуны родные, звездочки родные. Цепь смазываю я, варю в парафине. И у меня руки всегда чистые, если вдруг чего. Но сейчас, как говорится, проблем нету. Заменил родные тросики здесь, в этом месте. Вот. Был открытый трос. Отсюда и до отсюда. Оба. Ну, я решил все это исправить. И теперь все там с нержавейки. Трос, все хорошо. Переключается. Никаких проблем. На старых колесах при езде у нас иногда обрывало вот здесь вот спицы. У меня есть тензометр натяжения спиц. Иногда спицы шляпки обрывало. Сейчас я поставил там латунные шайбочки. Это у нас крепление к велоприцепу. То есть мы еще иногда таскаем за собой. Бывает такое, что и до 70 килограмм нагружаем. Эти покрышки, у них есть слой антипрокольный. Поставил задний фонарь. Вот он его. Такой режим. Такой режим. Такой. Постоянно светится этот не. Тут два режима смарт, а два режима постоянно светящихся. Это аварийный. Сигнал. Это включение. Первый режим смарт. И второй режим смарт. При стоянке он сам отключается. Как только начинаешь ехать, он включает. При торможении он начинает ярче светить. Поворот направо с звуковым сигналом. Поворот налево. Через какое-то время повороты он сам через 2 минуты выключается. Несколько режимов громкости. У меня на всю включена громкость. И вот это вот сигнализация. То есть, если к нему подойдешь, предупредительный сигнал и такой. Всем до встречи. Подписывайтесь, комментируйте. Ну и до следующих выпусков.